Привет, коллеги! Вы на канале Азраил Код, меня зовут Денис. И сегодня будем опять говорить про докер. Будем разворачивать WordPress в докере, прокидывать в этот WordPress, развернутый в докере, наш плагин, который мы предположительно разрабатываем. В чем суть? Если вы разработчик на PHP под WordPress, вы разрабатываете плагины или темы для WordPress, то у вас рано или поздно возникает задача протестировать работоспособность вашего плагина под разными версиями WordPress. И нет никакого сомнения, что Docker идеальный инструмент для организации такого тестирования. То есть мы всегда можем поднять нужную версию WordPress в Docker, сделать это максимально быстро, прокинуть туда наш плагин и запустить все это в нужной версии WordPress. Потом мы можем завести другую версию WordPress, прокинуть плагин в нее и потестировать. Вот. И я покажу, как это сделать. Это просто, легко. И, в общем-то, все уже вы видите на экране. Но я расскажу чуть более подробно, что здесь происходит. Показываю я все в VS Code. У меня есть папочка, которая называется Docker WordPress. В ней у меня есть папочка dev, в которой лежит один или несколько моих плагинов, которые я разрабатываю в PHP Storm. Я потом покажу вам, как настроить еще PHP Storm, чтобы он видел WordPress из докера. В эту папку Docker WordPress я кладу Docker Compose YAML, в котором у меня, собственно, всего лишь три службы. Я в этом видео предполагаю, что вы в целом с докером знакомы. Объяснять, как установить докер, что такое контейнеры, что такое образы, я не буду. Вот. Я просто расскажу, как реализовать конкретный Docker Compose файл, чтобы у нас все заработало. Итак, нам понадобится образ WordPress, какой-то конкретной версии или latest. Доступные таги у нас перечислены в официальном репозитории WordPress. Вот здесь вы видите, есть множество разных версий WordPress на разных версиях PHP. То есть вы можете поднять нужную версию WordPress под нужным версиям PHP. Вот, это удобно. Вот, соответственно, у нас есть служба WordPress. Здесь мы указываем нужную версию имиджа. WordPress в данном случае я указал 4.1. Прокидываю наружу 80-й порт. Внутри у нас тоже 80-й порт. И устанавливаю переменное окружение, которое WordPress DB Host. Это хост базы данных, с которой мы будем работать. Так как мы это все разворачиваем в докере, то хост базы данных это имя службы. Вот это вот DB, вот это вот DB, это одно и то же. Потом мы должны указать имя пользователя базы данных и пароль пользователя базы данных. И должны как-то назвать базу данных. Все это, как видите, совпадает с вот этой вот частью. Они одинаковы. Вот. Соответственно, наша служба WordPress зависит от службы базы данных. Поэтому depends on делаем DB. Сейчас попозже расскажу про volumes. Скажу про базу данных. Базу данных я использую MySQL 5.7 версию. Соответственно, здесь у нас доступны и другие теги, и другие версии. Можно выбрать версию Muscle какую-то другую. Вот. Ну, я выбрал стандартную 5.7. При тестировании плагинов версия базы данных не принципиальна, потому что все равно мы работаем через WordPress. Вот. Здесь все достаточно очевидно, то есть мы должны как-то назвать базу данных, с которой будет работать наш WordPress, указать пароли для пользователя и задать имя пользователя для базы данных. Root пароль указывать не обязательно. Если мы под рутом логиниться не собираемся, то вот это здесь можно убрать. Соответственно, я пробрасываю в службу базы данных volume на папку внутри моего проекта. Потом, когда мы запустим наш Docker Compose, внутри Docker WordPress папки появится папка MySQL, которая будет равна папке в нашем контейнере. Вот, то есть мы могли бы использовать внутренний контейнер докера, но так как я хочу переносить эту папку Docker WordPress между разными машинами, где у меня происходит разработка, то я прокидываю внутрь
Docker WordPress папки, чтобы потом иметь доступ к базе данных с разных машин. У меня все мои всякие разработческие штуки синхронизируются, и я могу заниматься разработкой как на стационарном компьютере, так и на ноутбуках. Ну и последняя служба, которая у нас есть, это PHPMyAdmin. Ну, это просто моя привычка. Я привык, чтобы иметь доступ к базе данных через PHPMyAdmin. Вы можете использовать какие-то другие админки или не использовать их вовсе. Теперь поговорим про тома. Тома во всей этой конструкции — это основное, что нужно увидеть. То есть, так как задача моя, она складывается из двух подзадач. Во-первых, я хочу поднимать разные версии WordPress, а во-вторых, я хочу заниматься разработкой моего плагина, какого-то моего плагина на разных машинах. Содержимое папки Docker WordPress у меня синхронизируется с помощью, ну, в данный момент с помощью Яндекс.Диска. Ну, бывают разные у меня там синхронизаторы какие-то. Вот, соответственно, папка с плагином не должна копироваться внутрь контейнера с WordPress. Она должна туда прокидываться откуда-то снаружи, для того, чтобы не плодить сущности, и для разных версий WordPress, чтобы всегда прокидывалась одна версия моего плагина, чтобы не заморачиваться с синхронизацией. То есть у меня есть папка плагина, и какую бы версию WordPress я не запустил, внутрь моего вновь созданного контейнера с WordPress нужной мне версии прокинется одна и та же версия моего плагина. Вот, поэтому я просто беру volumes и прокидываю папку myPlugin, в котором содержится мой код, внутрь контейнера, внутрь папки wp-content, внутрь папки plugins, в папку myPlugin. Вот. И, соответственно, точно так же указываю путь до установки WordPress. То есть это будет папка внутри моего Docker WordPress фолдера, которая будет прокидываться внутрь контейнера в папку по пути var HTML. Вот, давайте посмотрим, как это все работает. Обратите внимание, сейчас будут создаваться папки. Создалась папка HTML, создалась папка MySQL. То есть это вот эти вот папки, которые создались, и в них будет копироваться содержимое баз данных, содержимое WordPress. Вот. И, соответственно, эта папка у меня синхронизируется, и я получу доступ к тому, что тут у меня создастся на другой машине, и смогу спокойно разрабатывать там на ноутбуке с докером. Вот, соответственно, у нас WordPress доступен на 80-м порту, и мы легко открываем его на localhost. Здесь мы видим, как идут запросы, что происходит. Так как это первый запуск WordPress, то нужно пройти весь путь установки WordPress стандартный, который не отличается, если бы у нас был просто сервер. Назовем как-то сайт wp4.1 пользователя. Вот, мы вошли в наш свежеустановленный WordPress. Он ругается на то, что у меня старая версия, предлагает скачать новую. Вот мои плагины, с которыми я работаю. То есть вы видите вот этот плагин, который называется Azrael My Plugin Test. И вот мы его уже здесь видим. Мы его можем активировать. Некоторое время иногда бывает нужно, чтобы заработал WordPress полностью. Давайте пока сходим в PHP MyAdmin. Мы его захостили на порт 8081. Ну вот он. Мы можем зайти сюда с реквизитами базы данных, то есть Azrael password. И вот мы видим нашу базу данных для WordPress. Также мы сюда можем войти под рутом, потому что я указал пароль рута. И видим чуть больше базы данных. То есть PHP MyAdmin работает, WordPress
тоже работает и уже, наверное, должен появиться возможность активировать. Да, вот плагин активировался. В моем плагине все очень просто. Здесь задается шорт-код. Вот этот шорт-код выводит то, что я вот здесь задал. Давайте что-нибудь здесь исправим. Ну вот, то есть наш плагин работает, наш WordPress установился, мы можем его удобно редактировать там, где нам хочется в нашем редакторе. Соответственно, если мне потом понадобится другая версия, я просто поставлю здесь 5.8, переподниму мой докер и буду уже запускать свой плагин в версии 5.8. Ну и последний про PHP Storm. Все более-менее большое, что исполняется в каком-то фреймворке, я разрабатываю в PHP Storm, потому что PHP Storm самый крутая идея для PHP-шника, и она обладает самой полноценной поддержкой, в частности, WordPress. Вот. Но есть нюанс. Дело в том, чтобы PHP Storm понял, что это плагин для WordPress, когда мы создаем проект из папки с файликом с нашим, вот, нужно указать, что нужна поддержка WordPress. Если у нас плагин лежит сразу внутри папочки плагин с нашей папки с WordPress, часто это даже все автоматически происходит, вся эта настройка, нужно лишь согласиться. Но когда у наш плагин лежит в отдельной папке, не внутри WordPress, ему нужно явно указать путь до установленного WordPress, в котором будет выполняться мой плагин. Это делается в настройках. Здесь есть PHP Languages, PHP Frameworks. Можно просто сделать поиск по WordPress. Вот. И здесь ставим галочку. Находим Frameworks. Здесь находим WordPress. Ставим галочку Enable WordPress Integration. И нужно явным образом указать путь до установленного WordPress. Так как мы устанавливали путь, устанавливаем мой WordPress в папку HTML, папки Docker WordPress, ну и так далее, вот, то в PHP Storm я указываю полный путь до этой папки, нажимаю Apply, ОК. И если это делается первый раз, происходит индексация. И после этого мы можем спокойно смотреть содержимое там, хуков, методов, функций WordPress. Как мы бы это делали, если бы наш плагин лежал бы в папочке плагинс WordPress. Что, конечно, невероятно удобно. Будет существовать полноценная подсветка синтаксиса. Вот, все это есть. Вот. Все, что для этого нужно сделать, это, соответственно, подцепить WordPress в PHP Storm. Единственный минус, когда мы будем с вами запускать наш плагин под разными версиями WordPress, то есть мы будем фактически создавать папочку HTML по новой, каждый раз нам придется переиндексировать папочку HTML в нашем проекте с плагином. Вот. Это не очень удобно, но в целом все же обычно разработка происходит под одной версией WordPress, и по другим версиям лишь происходит тестирование. И в принципе не обязательно новые версии WordPress цеплять PHP Storm. Вот. И собственно все. Вот. То есть отсюда мы можем что-то менять. Это у нас отразится сразу же в WordPress. Вот. Но, в принципе, это все, что я хотел, наверное, сегодня рассказать про Docker WordPress. Безусловно, мы могли бы собирать свои имиджи WordPress под нужные нам версии PHP, под нужные версии WordPress. Но вот тот способ, который я показал, это такой крайне быстрый способ для сборки нужной версии WordPress и для тестирования плагинов. Или просто по-быстрому на коленке нужно тестировать, запустить плагин, там, допустим, который нужно поправить. Вот. Это классный, удобный инструмент. Вот, это все, что я хотел сегодня сказать. Какие-то вопросы? Для этого есть комментарии. Поставьте лайки, дизлайки. Спасибо, что досмотрели. Ну и, в общем, до новых встреч.